Друзья мои, сегодня я, не побоюсь этого слова, буду встречаться с барышней, с большими потенциальными данными, которые мне очень нужны этим весенне-летним сезоном, потому что гормоны, как говорится, еще в моем теле не угасли. Вот. Мой мужской климакс еще впереди, поэтому, конечно, дамы с большим багажом жизненным привлекают меня пока еще. И привлекает меня еще деньги. Деньги и барышни. А вот чтобы ты узнал, откуда бабосы и как их заработать, в описании телеграм-канал. Я его веду. Называется Женя Микулин Бизнес Хайп. Подписывайся. Возможно, ты там найдешь что-нибудь интересное под себя. Поменять сферу, заработать баблишко, не особо напрягаясь, ну и так далее. Телеграм-канал, как я сказал, ссылка в описании. Ждем барышню. Я разминаю руки, чтобы просто они были размяты. А вот и она. Ох. Да, привет. Извини, я не сильно себя выдал, потирая руки, когда тебя видел. Привет. Ты такая яркая дама. Да, тоже ничего, спасибо. Как тебе не жарко в шубке? Можешь приспустить ее чуть-чуть. Питерская погода. Да. Два человека на перекрестке, один стоит в шортах, другой в шубе, оба одеты по сезону. Просто с утра нужно идти в шубе, а вечером будет тепло, и можно остаться в шортах. Да, я понимаю. Я живу рядом с загородным домом, где, знаешь, на озерках там частные сектора. Да. Я иду в шубе, в куртках, да. А люди голые лежат, загорают. Это вообще прикольно, когда голые люди лежат. Да, слушай, ничего себе. Что? Это мне от бабушки наследство досталось, да. Классная тебя бабуля. Классная бабуля, да. Это, да, молодость. Чем заниматься в молодости? Кто-то бухает, кто-то качается. Я совмещал и то, да, поэтому чудо. Так и получилось. Сойдемся. Согласен. Да, в общем-то, вот так я хорошо в свои годы выгляжу, чувствую. Сколько тебе лет? 42 года. 42. Да. Здорово. Слушай, ты отлично выглядишь. Да. И есть возможность, соответственно, я думаю, через пару лет как-то, может быть, натянуть глаз на попу. Люблю тебя. Люблю тебя, ой, не могу. Как Мадонна? Ну, может быть, чуть поменьше, но в целом ты поняла, что, как-то покосметолить, что ли, да, это лицо, чтобы быть посвежее, да, скажем ладно, так. И так все отлично. Серьезно? Да, конечно. Ну, ладно. Но главное же, действительно, внутренний, да, вот эта внутренняя молодая энергия. То есть, когда ты себя... Можно и в 40 лет как старикан быть, да? Ну, таким каким-то. Да я и в 20 бываю, но тоже. А, серьезно? Не надо быть. Ты мне вот очень нравишься. Да? Ты прямо мой тип женщины. И ты знаешь, я вот... ты поняла, что я деловой человек, да? Что я бизнесом занимаюсь, у меня, в общем-то, все в порядке. И я не хочу ходить вокруг да около, время у тебя там отнимать, там, рассказывая тебе про звезды с неба, как я буду их снимать. У меня уже все звезды давно сняты и лежат в нужных местах, понимаешь? Да. На счетах в нужных местах, да, эти звезды. Поэтому я готов ими поделиться с тобой, конечно же, потому что ты, как я уже сказал, мне ты очень нравишься, прямо очень нравишься. Вот. И я готов видеть тебя рядом с собой, если мы, конечно, там, договоримся о чем-то. Что мне от тебя нужно? В принципе, мне нужно, чтобы ты была, как минимум, верна мне. Это не проблема, слушай. Не проблема? Нет. Точно? Конечно. Я вообще, в принципе, в отношениях всегда достаточно верная, покорная, такая вся. И покорная? Конечно. Черт, это бывает. Факт, то, что нужно. Иногда бывает нет. А бываешь непокорной? Как договоримся? Да, это по настроению. Я понял. Это хорошо, что ты вот в этом плане лояльная. Потому что я не люблю таких, знаешь, которые вот, не такое, там, и все такое. То есть надо кайфовать от жизни. Чего зажиматься, правильно? Конечно. Тем более, главное не навредить себе, а в целом... стоп-слово никто не отменял, да, если что? Можно договориться. Да, хорошо, что ты уже в теме. Вот давай, ты молодец. Слушай, так вот, я не буду ходить далеко да около. Вот готов к тому, чтобы ты мне составила пару, правда. У меня... А ты как вообще? Слушай, очень, конечно, резко.
Резко, я согласен, но ты просто вот попробовать хотя бы. Интересное, да? Тем более от бабушки наследство, да, досталось? Бабушкино наследство. Хорошо, конечно, окей. Да. Смотри, не буду далеко ходить. Как я уже сказал, у меня все в порядке в финансовом плане. Иисус, Мария, Иосиф. Я готов тебя содержать полностью, здесь проблем здесь никаких нет. Будешь, что хочешь, где хочешь отдыхать, там, да, нет проблем с ней. Одежда, вообще, ну вот в это я даже упираться не хочу, потому что это сил отнимает много. И мне, я тебе говорю, главное, чтобы вот, наверное, основной момент, чтобы ты была верна, чтобы ты была рядом, чтобы мне не было какой-то тревоги за тебя в плане того, где ты, там, с кем ты и так далее. То есть мне нужно, видишь, в моем возрасте уже все-таки не до тусовок, мне нужно больше домашняя девушка, которая вот будет уделять непосредственно внимание больше мне. В общем, я готов тебе вот даже подъемные деньги выделить. Вот. Подожди секундочку, сейчас, одну секундочку. Готов тебе выделить вот подъемные деньги сразу. Можешь взять их и пойти там себе, да, купить, что хочешь, это вообще. Ну, на что хватит, потом еще дам, да. Единственное, я хочу, чтобы ты сразу знала, у меня есть вот еще одна задача для тебя, вот как для моей второй половинки. Готова выслушать ее? Ну, пугает, конечно, после денег такие задачи, ну давай, да. Какие? Я еще не озвучил задачу. Давай. Рассказывай. Ладно, хорошо, смотри, значит, у меня дом. Я живу в доме. Дом 500 метров квадратных. Да, 500 метров. Это зачем тебе такой большой? Ну, так получилось. Была возможность, построился большой участок у меня. Вот, 50 соток. Дом 500 метров, гараж на 8 автомобилей, домашние животные, вот, собака с кошкой. И, соответственно, мне нужно, чтобы человек, который был со мной, ну ты вот конкретно, да, как я уже сказал, ты нуждаться ни в чем не будешь, но мне нужно, чтобы ты следила за всем хозяйством. Ну это же женская, в принципе, работа. Да. Но не просто следила в плане так, типа, что происходит, а непосредственно участвовала в уборке дома, в заботе о животных, кормлении, гулянии, заботиться о моем желудке, готовить мне еду обязательно, ходить по магазинам. Вот, значит, есть целый, на самом деле, у меня подготовленный для тебя, я тебе его покажу, список домашних дел, то есть твой функционал. Прям с утра. У тебя подъем в 6 утра. А сколько? В 6. Ты должна проснуться до меня и уже пропылесосить, чтобы не было грязи. Я не люблю просыпаться в пыли, просто вот эта вся история. Животные должны быть выгулены, накормлены, чтобы они вот у меня около стола не гуляли и не выклянчивали еду. Вот. Ты это не смотрел фильм, вот, где в шаре мужик жил? В шаре? Да, вот у него тоже не любил он пешком ходить по пыли, и вот его мама в шар поселила. Ты про это? Нет. Да. Вот. Слушай, нет, я-то не такой, я понимаю, дома я хочу, чтобы было чисто, потом за газоном надо смотреть, если травка подросла, надо взять газонокосилку и на всех 50... Да, ты на всех 50 сотках подстричь травку. Вот, посмотреть, там где-то елочки, может быть, где-то обрезать что-то нужно. Что? Резать ножницами? Садовыми ножницами, конечно. Травку? Нет, травку ты будешь резать газонокосилкой. Я же не садист. Нет, если хочешь, можешь косой косить, если тебе по кайфу косой. Розы красить не надо? У меня нет роз. Твоя ирония мне понятна, но ты понимаешь, какая история? Ну вот, к сожалению, у меня вот такая задача, такая потребность для девушки, которая будет рядом со мной. То есть мне нужно, чтобы она вела целиком хозяйство. За это я тебе говорю, вот, я готов платить деньги. Понимаешь? И чтобы ты понимала, что я не звездобол, я тебе сразу показываю, что они у меня есть, и что проблем с этим не будет никаких, понимаешь? Прям наличными тебе буду давать каждый день денег, в нужном количестве. Ну, слушай, а в чем проблема? Найти девочку, заплатить ей взрослую какую-нибудь уборщицу, дать ей вот денежку, одну из, а все остальное мне. И она будет этим всем, собственно, и заниматься. Ну, во-первых, я вот уже нашел девочку. Вот, это, во-первых, это понятно. И второе, ты знаешь, у меня был очень неприятный опыт, причем он преследовал меня достаточно долго. К сожалению, он весь наемный персонал, все вот эти вот домработницы, уборщицы, садовники, они все подвержены вот этим вот
порокам человеческим, и главное из них это воровство. У меня из сейфа воровали деньги, у меня сперли золотые часы, 2 айфона у меня украли, еще даже не распечатанных я покупал в прозапас. Вот, и у меня суды были, полиция в доме, все вот эти описи, допросы, просмотры камер. Это просто настолько вот это отнимает, это, во-первых, говно, в котором я не хочу вариться, во-вторых, это столько отнимает сил, и в-третьих, я не хочу чужих людей в доме. Я хочу, чтобы у меня был свой человек, любимый, который будет меня ждать и заниматься всем. Понимаешь? За это я готов для него сделать все. Ну, блин, я не знаю, во сколько ты встаешь? Я встаю в 7. Ты должна вставать в 6. В 6? В 6 утра, да. И вот, соответственно, сначала убрать весь дом. 500 метров? Да. 502, одна. Если точно. Ну, да, одна. Но я помогать тебе не буду, руками, у меня свои дела. Этими руками, да. Ты можешь, кстати, это делать топлес, и мне прям будет даже, мне кажется, веселее. Да, по кайфу. Конечно, да. Интересно. А еще, знаешь, мне кажется, что такой момент, я же уже взрослый, вот, я не смогу тебе в интимном плане уделять прям время каждый день, понимаешь? А так ты вроде уставать будешь, и мне через день надо будет это делать. Ага, потому что я уже, конечно... Кому-то другому, да? Потому что я буду вот, ну, типа, с пылесосом, с кулей на голове, с синяками под глазами, да? В каше там, я не знаю. В каше? Ну, да. Ну, будет и такое, что ты ешь, я не знаю. Да, кашу я тоже ем, да. Да. Ну, а что? Ну, я же за это буду, я же тебе говорю, платить деньги, что? Ну, зато представь себе, ты окажешься первая домохозяйка в списке Forbes. Первая домохозяйка. Ты знаешь, что? Со своим списком Forbes, собственно, я думаю, тебе придется, собственно, поискать кого-нибудь другого. Я не уверена, что готова к такому дерьму, прости. К такому дерьму или на меня посмотрела, к такому дерьму, в смысле, ко мне? Нет, с тобой все нормально, но просто, да, запросы у тебя, конечно, достаточно специфичные. Это прекрасно, это чудесно, это мне очень нравятся, да, вот эти вещи, я люблю. Да, но... Ну, вот так приложу, вот так вот. Смотришься чудесно. Вот так, да, вот так вообще шикарно. Да, если бы мне пришлось вставать в 6 утра. Блин, ну... Да. Извини, но билеты продаются, да, и звонки звучат именно в 6 утра. Звонки звучат в 6 утра, там, я понимаю, кто рано стоит, тому Бог подается. Вот эти дела. Спасибо большое, меня Богом еще никто не называл, но... Да, Джизус, ты это, но я не уверена, да, что готова к этому. Я думаю, тебе лучше поискать, наверное, кого-нибудь другого. Серьезно? Да, мне тоже, да, попроще. То есть ты все-таки боишься, что подизносится, да, организм? Да, не то, что подизносится, устанет. Устанет? Вымотается настолько. 6 утра, 500 квадратов, ты что, прикалываешься, что ли? Но я не уверена, что меня мама для этого рожала. Да ладно, мама тебя не для этого рожала, я понял. Да. Не для таких. Ну, извини, у меня вот такая потребность. Ну, вообще могу тебе сказать, что ты ёбнул. Да? Ничего себе, у тебя такая эмоция в конце. Ты давно, часто так делаешь, да? Ну, кто-нибудь согласился вообще пока на эту нет. фигню? Ну, неудивительно. Думаешь, надо больше денег предлагать? Я думаю, надо к психиатру сходить. Серьезно? Предполагаю, да. Все, давай. Ладно, давай, пока. Да, друзья мои. Что? Ну, девушки, есть девушки, которые смотрят меня? Молодые, с большим размером. Неужели вы не готовы вставать в 6 утра, заботиться обо мне? И каждые 6 утра, каждый день вас будет ждать такая пачка бабок. Вот прям с утра просыпаешься, на тумбочке уже с вечера приготовлено. Ты взяла и пошла с пылесосом хуять по этажам. Значит, пыльку убирать, потом мне кашку сварить. Вот, неужели не готовы? А я всего раз там в неделю буду, если получится в моем-то, как я уже сказал, возрасте. Есть девушки, пишите, вакансия свободна. Только мужчины, которые готовы на это же, не пишите, я пока не готов на это, ладно? А то, я думаю, сейчас найдутся пару человек, которые напишут, блядь, я Максим, и я готов... Я Конор, и я посмотрю, как это работает. Я Максим, и я готов в этом поучаствовать. Максим, не надо, не пиши, я пока не готов. Может, чуть позже. Вот. Стройная, с формами мадемуазель могла бы составить мне нехилую компанию. Но все абсолютно хотят халявы. Все хотят халявы.
бабками засветил, глаза заиграли нужным светом. Честно говоря, когда я держу бабки в руках, и у меня глаза играют нужным светом. Но я, чтобы прийти к этому, вставал, бывало, и пораньше, а бывало, и не спал ночами. Поэтому, друзья мои, нужен, конечно, баланс. Ясно, что убивать себя на работе не стоит, но все-таки для того, чтобы получить хоть что-то, надо каким-то образом раскачивать эту лодку под названием «Жизнь», чтобы в нее запрыгнуло как можно больше золотых рыбок. Вот так вот завуалированно я замотивировал сейчас всех, кто меня смотрит. В общем, друзья мои, да все опять убирается в бабло, как ни крути, да? Я думаю, что моя, наверное, женщина — это беззубенькая, старенькая, заботливая бомжиха, готовая, наверное, за 10-ю часть от этих денег, а может и за 20-ю, не то что в 6 утра просыпаться, а вообще не ложиться. И работать. Но мне она, конечно, наверное, не зайдет. Хотя, если помыть, напшикать духами, то отсутствие зубов у такой прелестницы может стать плюсом. Понимаете, о чем я, да? Девочку на оценку пишите. Может, мало бабок предложил, а? Что-то в районе 100 там было. Пишите. Друзья мои, всем привет! Напоминаю, что в моем самом крутом таксопарке России Такси Хайп работают не только таксисты, но и курьеры по тарифу доставка, как пешие, так и на своих авто. А кто после 1 сентября в связи с новым законом не хочет или по каким-то причинам не может работать в такси, переходите обязательно в курьеры, там есть работа, я знаю по своей аналитике, я вижу это в отчетах, ребята зарабатывают не меньше, чем в эконом-тарифах. Поэтому студенты, кому нужны деньги, пешими курьерами можете устраиваться, мы вас подключим. И те, у кого старенькие машинки, тоже можете работать курьерами по доставке. Все приходите, телефон вы видите на экране, в описании, в WhatsApp, пишите, мои менеджеры подключат вас в очень короткое время, и вы не останетесь без работы. Пока-пока!